Я понимаю, почему повторение одних и тех же действий, дисциплина, может вызывать у кого-то отторжение, непринятие. Просто-напросто потому, что результаты либо не проявляются совсем долгое время, либо проявляются столь слабо, что продолжение рутины кажется малоэффективным и ненужным. Здесь скрывается одновременно и сложность, и возможность. Но сложность не в самом продолжении дисциплины, а именно в незнании того, что результаты могут долго не проявляться, и еще в нетерпеливости, желании поскорее получить какое-то вознаграждение за приложенные усилия. Эту сложность, однако, можно преодолеть. Во-первых, чтобы узнать, что результаты приходят не сразу, надо найти в себе силы и продолжать дисциплину достаточно долго. Когда результаты все же пойдут, а они пойдут, тогда придет первый опыт понимания. Ах, вот как на самом деле это работает. А во-вторых, проблема нетерпеливости и страстного ожидания результатов решается переменой ракурса, парадигмы восприятия. На эту же проблему можно взглянуть как на то, что уже приносит результаты. Да, пусть это не искомый материальный объект или другие проявления в материальном мире, но результаты уже есть. Дисциплина уже приносит позитивные изменения в характер, потому что, делая полезные действия ежедневно, человек меняет себя, он становится более сильным, уверенным, осознанным и приобретает другие качества, в зависимости от тех повторяемых действий, которые он повторяет. А это уже результат.